Несчастная толстушка. В один из теплых летних дней по улице шел Вова. Вдруг он увидел, как по асфальту медленно, важно, величаво ползет на редкость большая и толстая гусеница. Сама она желто-бурая, а на конце ее тела как бы хвостик, рог. Вова немного интересовался бабочками и вспомнил, что один рог сзади имеют гусеницы ночных бабочек-бражников. Есть такие, с узкими длинными крыльями, великолепные летуны. Между тем упитанное создание, перебирая своими ножками, направлялось к краю дороги, где была трава и где можно было укрыться и передохнуть. Но до спасительного края было еще далеко, и гусеница могла погибнуть под подошвами прохожего, под колесами велосипеда или детской коляски. Вова решил помочь гусенице. Он осторожно взял ее рукой и поднял, чтобы перенести в траву. Но толстушка, почувствовав неладное, резко извернулась и даже попыталась укусить мальчика за палец. Тогда он решительнее сжал ее и поспешил к краю тротуара. Но, увы, из всей этой затеи ничего хорошего не вышло. Гусеница так начала изворачиваться и брыкаться, что через несколько секунд лопнула. Ай-яй-яй-яй-яй, бывает же такое. Вова положил несчастную толстушку в траву. Он был очень огорчен, ведь безобидное существо теперь, скорее всего, погибнет от раны. Не надо было брать гусеницу рукой. В самом деле, откуда ей знать, что ее спасают? Она, как видно, решила, что какой-то огромный, страшный враг схватил ее, и надо вырываться, защищать свою жизнь. Лучше бы Вове найти большой лист, например, лист лопуха, загнать непослушную на него и таким способом перенести ее в густую траву. Но он не догадался так поступить. Если ты решил помочь живому существу, сначала подумай, как это лучше сделать. Хочешь помочь, помогай умело. А бывает, что помогать и совсем не нужно. Ну, например, встретишь в лесу птенца-слетка, который пытается взлететь, но толком не может, и пожалеешь птичку, возьмешь домой. А птенец-то учился летать и в помощи человека совершенно не нуждался. И вот его оторвали от родителей, унесли из родного леса, и еще неизвестно, чем все это кончится. У писателя Николая Сладкова есть замечательные рассказы про мальчика Жалейкина. Он помогал всему живому, но совсем не так, как надо. Однажды Жалейкин заметил в сыром болотце маленького лягушонка, пожалел и принес домой. Посадил в красивую шкатулку, постелил на дно мягкую сухую вату, поставил шкатулку на теплое солнышко, а потом едва успел спасти несчастного лягушонка. Бегом понес его обратно в сырое болото. Чтобы грамотно помогать разным живым существам, надо знать, как они живут, что для них плохо, а что хорошо. Помощь должна быть не только доброй, но и умной.